культурной жизни Свердловска события. На улице Сурикова, 31, открылась выставка. Эта выставка была без жюри. Когда накануне выставки руководство Союза художников Свердловского отделения приехало сюда вместе с руководителями отдела культуры, то экспонентам было предложено разобраться с некоторыми названиями, может быть, снять несколько работ. Участники наотрез отказались. И все осталось так, как есть, на суд зрителя. У нас образовался большой контингент художников, которые, как бы лишены возможности выставиться. То есть они уже далеко не художники-любители, это, как правило, профессионалы. В то же время они не члены Союза творческого. Поэтому им очень трудно попасть на выставку Союза художников, поскольку там возможности в выставочных залах ограничены. Ну и они уже не считают возможным выставляться на самодеятельных выставках. Данная выставка вскрыла огромное количество таких людей. И оказалось, что их еще больше не пришло пока. То есть это большой духовный резерв нашего общества. Нам говорят, что не хватает на этой выставке выставкома. Говорят о вседозволенности. Нужно внести в этот момент ясность. Все процессы, связанные с организацией и проведением выставки, происходят при наиболее возможной гласности. Предполагалось, что зрители не ходят на многие выставки как раз потому, что происходит очень жесткий предварительный отбор произведений. И уже то обстоятельство, что у нас такого отбора не было, позволяло нам рассчитывать на какой-то успех. И в самом деле слухи о том, что свердловские зрители равнодушны к изобразительному искусству, оказались сильно преувеличены. По-моему, это очень хорошее начало. Я надеюсь, что такие выставки и будут продолжаться. В всяком случае, я открыла для себя много нового, того, что раньше не видела. Очень много спорного, можно что-то отвергать, с чем-то соглашаться, что-то удивляет, что-то поражает. Но мне кажется, что вообще такие вещи нужно узаконить. Вы знаете, мне, если честно говоря, многое не понравилось, многое мне просто я не понимаю или не принимаю. Право за самовыражением я оставляю за каждым, а отношение к тому, что сделано, как сделано, кто как видит, кто как себя выражает, я оставляю за каждым. Много интересного, но как-то, знаете, вызывает большое сожаление, что очень много автопортретов. Такое впечатление, что художники очень любили себя и выставили портреты своей жены, дитя и самого себя. Вот это печально. А очень мало людей, которые действительно надо было отразить. Итак, первая Свердловская экспериментальная выставка открыта, успешно функционирует. Все опасения о том, что ее не разрешат, что какие-то работы снимут, оказались напрасными. Бомба не разорвалась, потому что в ней не было взрывчатки. И реализм может быть спокоен, против него никакого подкопа нет. Среди 8 сотен экспонатов выставки, а это почти что 200 участников, практически есть направление всех сортов и оттенков, которые существуют в искусстве 20 века. И можно, ходя по выставке, тыкая пальчиком, говорить, что вот, пожалуйста, этот художник находится под влиянием сюрреализма, этот художник испытывает влияние оп-арта или поп-арта, есть и беспредметники. То есть, в принципе, многообразие течений, направлений школ на этой выставке поражает неискушенного зрителя. Есть работы и бесспорно талантливых художников, которые мы не видели ни на городских, ни на областных выставках. Они не выставлялись ни в музеях наших, ни в картинной галерее, ни, скажем, каких-то выставочных павильонах. Но, увы, вместе со сталью прошел и шлак. Есть очень много работ откровенно слабых, есть работ, которые лежат, может быть, даже за пределами художественности. И в этом отрицательная черта того, что на выставке не было своего жюри. На выставке были организованы самые разнообразные встречи с разными слоями общества, с искусствоведами, с профессионалами, с рабочими, с музыкантами и так далее, и так далее, и так далее. И в этом
бесспорно влияние времени. Времени свободного разговора, времени дискуссии.